Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні печу смачний білий хліб. Він підійде не тільки до перших страв, а й до чаю, кави, молока, з варенням, медом або маслом. Також дуже смачно. Хліб запашний, дуже м'який, а готується просто та швидко. В миску для замеса выливаю 200 грамм теплого молока, 100 грамм такой же теплой воды, температура где-то 30 градусов. А 50 грамм оставляю для того, чтобы в ней растворить соль и сахар. Сюда же одно среднее яйцо, дрожжи, немного сахара из общего количества, совсем чуть-чуть, чтобы дрожжи быстрее разгулялись. Все это хорошо перемешиваю. И добавляю 6 или 7 столовых ложек муки, набираю полные с большой горкой из общего количества. И тоже хорошо перемешиваю, чтобы все комочки муки разошлись и опара получилась однородной. Оставляю для брожения где-то на 25-30 минут. Она должна увеличиться в объеме в 2-2,5 раза. Время, конечно, условное, оно зависит от температуры воды и молока и от того, насколько тепло у вас на кухне. Не создавайте ей тепличных условий, пусть подходит при комнатной температуре. Накрываю и оставляю. Пока опара подходит, я в теплой воде растворяю соль 10 грамм. Это 2 чайные ложки с небольшой горкой. Но лучше, конечно, взвешивайте, чтобы не пересолить тесто. И сахар. Все это хорошо перемешиваю до их полного растворения. Прошло 25 минут. Следите за опарой, чтобы она не осела, чтобы дрожжи не потеряли свою силу. Выливаю сюда разведенные соль и сахар. Эта вода должна быть такой же теплой, как и вся остальная жидкость. Вообще все продукты для дрожжевого теста должны быть теплыми, а мука и масло комнатной температуры. Муки всего понадобится 630 грамм. Но когда вы готовите первый раз по какому-либо рецепту, немного муки не добирайте. Она у разных производителей разного качества. Чтобы не забить тесто мукой, немного не доберите, а по надобности потом ее умесите. Я такой хлеб готовлю часто, поэтому, зная свою муку, высыпаю всю сразу. Замешиваю пока без добавления масла. Масло лучше добавлять в конце замеса, так лучше развивается клейковина муки, а для дрожжевого теста это очень важно. Оно получается более эластичное, при подъеме не рвется, не трескается. Такое тесто хорошо в себе удерживает воздух. Ну и выпечка, конечно, получается пышная, легкая, воздушная и пористая. На данном этапе оно средней консистенции, можно даже сказать среднеплотное. Не мягкое, но и не твердое, и без муки даже немного липкое. А вот теперь добавляю сливочное масло небольшими порциями. Оно должно быть вот такое вот мягкое, не растапливайте его до жидкого. И вмешивайте так, как вам удобно. Тесто сразу расслаивается, потом собирается в однородный комочек. Можно добавлять следующую порцию. Если есть машина, замешивайте машиной, как любое дрожжевое тесто. Это намного легче и быстрее. Я только на видео показываю ручной замес, потому что она не у всех есть. А так дома для себя замешиваю кухонной машиной. Можно вымешивать еще вот таким вот способом. Захватываю во всю ладошку, придавливаю к стенкам миски, и оно хорошо вымешивается. Масло полностью соединилось с тестом, можно его дальше вымешивать на столе. Это намного легче, да и оно не настолько мягкое и липкое, чтобы продолжать вымешивать в миске. С этим тестом справится даже новичок. Простое в приготовлении, удобная консистенция. Коврик ничем не смазываю, тесто жирное, оно не прилипнет. Сразу его порастягиваю. При растягивании теста напрягается клейковина муки, тесто получается вот такое вот рваное. А при таком способе оно быстрее выглаживается. Тесто тоже растягивается, разминается, хорошо вымешивается и не рвется. Вот такое оно должно получиться. Очень мягкое, липкое. При надавливании прилипает к рукам, но на них не остается. И в конце замеса его лучше отбить. При отбивании тесто быстрее выглаживается,
остается таким же мягким, но уже совсем не липким. Отбивайте со всех сторон около минуты. Этого будет достаточно. И посмотрите, какое получается тесто. Совсем другое. Мягкое, но не липкое. Вот такая вот красота. Подкатываю в шар. Миску смазываю маслом. Тесто сверху тоже. Накрываю и оставляю подходить при комнатной температуре на целый час. Время прошло. Тесто, как я и говорила, подходило целый час. Посмотрите, какое оно красивое, гладкое, пористое. Вот так хорошо поднялось. Коврик слегка смазываю маслом растительным и делю его на 2 хлеба, взвешивая, получается по 550 грамм. Тесто немного обминаю, выдавливаю большие пузыри воздуха, подкатываю в шар, накрываю и оставляю минут на 10. Выпекаю в вот таких вот формах. Их размеры по донышку 8 на 20. Я в прошлом видео ошиблась, когда выпекала хлеб с добавлением цельнозерновой муки. Сказала, что по донышку 9 на 20. 8 на 20. А высота бортиков 7,5. Смазала их в середине обильно размягченным сливочным маслом, можно маргарином. Время прошло. Тесто слегка раздавливаю руками в овальную лепешку. Если дуются большие пузыри воздуха, прокалывайте их шпажкой. Прокатываю скалкой и переворачиваю гладкой стороной вниз. С этой стороны тоже прокатываю, в основном только в длину. Этот краешек делаю потоньше. Здесь будет шовчик. А с этой стороны начинаю закатывать тесто. И защипываю этот рулетик по всей длине. И так несколько раз. Потом, когда этот рулетик уже более объемный, большими пальцами подталкиваю тесто вовнутрь и закручиваю плотненький рулет. Шовчик защипываю. Краешки, придавливая к столу, немного прокатываю, чтобы получился батончик. И перекладываю в форму. Сверху накрываю, чтобы тесто не подсыхало, не бралось корочкой. И оставляю при комнатной температуре. Сколько понадобится времени для подъема, скажу позже. Прошло 50 минут. Смотрите, как хорошо подошел хлеб. Тесто ровненькое, нигде не разорвалось. Верхушка круглая. И к этому времени уже нагрелась духовка, температура 190 градусов. Сразу же ставлю выпекать. Хлеб полностью готов. Выпекался он 35 минут при температуре 190 градусов. Самый нижний уровень духовки. Подогрев вверх-вниз без конвекции. На готовность проверяла деревянной шпажкой. Прокалывала в самой середине, где хлеб пропекается дольше всего. Прокручиваю. На выходе она сухая, без остатков сырого теста, значит, оно полностью пропеклось. Но вы учитывайте особенности своей духовки. Все они разные и пекут тоже по-разному. Тоненькой лопаткой прохожусь по бокам формы, только сверху. Ниже он не прилипнет. Форма хорошо смазана. Сразу же его достаю из формы, чтобы он не потел, не мокрел. И на решетке оставляю до полного остывания. Хлеб остывал 2 часа. Посмотрите, какой он мягкий. Верхняя корочка тоже мягкая, поэтому после выпечки ее смазывать ничем не надо. При нарезке мякиш не крошится и не заминается за ножом, несмотря на то, что хлеб еще очень свежий. Посмотрите, какой аппетитный хлеб. Очень-очень мягкий. Пористый мякиш, видно, что он не сухой. При нажатии быстро выравнивается, возвращает свою форму. Хлеб получается очень вкусный, ароматний. Готовьте с удовольствием і приятного вам апетита. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за подобайки. А постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.